Так, зомби-чес, вот это, он шарит, он что-то знает. Зомби-чеза мы сейчас посмотрим, у него и то страшнее будет. Что увидел мотоциклист, что он увидел? Апостола Петра он увидел. Зомби-чез, ссылка внизу в описании, лайк, подписка, колокольчик не забывай прожать. Обязательно зомби-чезу тоже лайкосик, подписочек, все, поехали. Сегодня в выпуске Потом Димон смотрит. мотоциклисты встретили настоящее демоническое существо на своем пути. Мистическое лесное существо в лесу, снятое в отличном качестве. Неопознанный Старичка, знаешь, что инопланетный делать. объект, который скрывается за грозовой тучей. И многое другое в рубрике Паразомб News. О! Сейчас начнется. Так. Привет, вы на канале Зомби Чез. Месяц октябрь еще не закончился, а паранормальных, аномальных и мистических событий, произошедших по всему миру, так много, что я сам не успеваю за ними следить, а вы тем более. Но это не проблема, ведь у нас есть эта замечательная рубрика Паразомб, паранормальные новости, где вы все и обо всем странном и загадочном произошедшем в мире узнаете первым. Чуть ли не каждый день ученые и исследователи находят новые виды животных по всему миру, но в данном случае это обнаружение не похоже ни на одно из тех, про которые знает мир, в частности вы. Эрвин Сондерс, ученый-ботаник, в октябре 2021 года искал новые виды растений, соответственно, все свое исследование записывал на камеру, вел видеодневник. Находясь в прекрасном зеленом лесу, он сталкивается с мифическим существом и, соответственно, запечатляет его на камеру. И да, качество видео отличное. Грут? Я есть Грут. Сука, эльфа, так и знал. Когда Эрвин бродит по лесу, он встречает неопознанную небольшую фигуру среди листвы. Существо похоже на какое-то мифическое лесное существо по типу лесная фея. Сначала существо смотрит на дерево, Если это не графика, то это очень странно. подтягивается, резко поворачивает голову. Честно, похоже на графику. Мое мнение, очень похоже на графику. Мое мнение. Видимо, замечает, что за ним наблюдают, и испуганно скрывается из виду. Это существо не похоже ни на один думаете, из ребят, известных графика? нам видов животных. Оно даже выглядит как очень маленький человек. Вы когда-нибудь видели что-то подобное в своей жизни? Не-не-не, двигается Если нет, поверх картинки, то в следующий графика. раз внимательно смотрите под ноги Графика, в лесу, графика. а вдруг заметите что-то подобное. Не, похоже больше на графику. Я думаю, фэк. Тут прям 95/5. Автор видео по имени Али наткнулся на следующий. что-то страшное у берега моря. От этого у многих побежали мурашки по коже. Парень, скорее всего, обнаружил новый вид морского существа, или это фейк, что маловероятно. В любом случае, существо до ужаса пугает. Слушайте, на тему того, что вот выкидывает на берег, если честно, выкинуть может все, что угодно. Это раз. Во-вторых, ребят, видел целое видео, как делают вот эти манекены, разных русалок, всякую эту прочую поебистику. Все, что угодно может быть. Очень на воск вообще похоже, если честно. Но тут такое, ну, типа, на дне морском может любая поебень жить. Оно толком не изучено нигде. Поэтому тут, ну, такое. Мы сразу видим, как автор рассматривает объекты не на знаю. песке. Воск Мы можем очень видеть похоже то, на воск. что выглядит как скелет с открытой зияющей пастью. Его голова напоминает голову обезьяны. Камера опускается ниже, дабы показать остальную часть неопознанной фигуры. Может же быть, что это просто кукла, хотя выглядит как что-то органическое. думаете? Да и на обезьяну хоть и похоже, но не является ей. Может, это какая-то Такое. жертва экспериментов ученых над животными? Что думаете? Не знаю. Типа, больше на манекен похоже, но может быть. Такое. Два друга проезжали на мотоцикле вдоль леса, близ поселка Донг. Была глубокая ночь. Парни и так были напуганы тем, что в такое время проезжают вдоль леса. Как вдруг перед ними появляется жуткое существо, которое впоследствии прозвали настоящий дьявол. Коно? Коноб?
Я вам скажу так. Очень правдоподобно выглядит. Очень правдоподобно. Но тут два варианта развития событий. Вот. Либо это эти друзья, которые в каждом городе есть, он стоят по утрам. В кит. Я снюсик, ты снюсик. Вместе мы с тобой под губою бабуси. Очень реакция людей меня смущает. Братцы, ну вы просто представьте. Едут два пацана, встречают вот такую шляпу усатую. Ну вы представляете, какая бы реально была реакция? Блять, они бы уже бежали бы, до канадской границы бы добежали. कौन आप? Поэтому भाई ये भाई भाई कैमरा से तो गाड़ी घुमाओ आप भाई यार Автор видео и его друг останавливаются посреди дороги, дабы понять, что перед ними появилось. Заглушив мотоцикл и включив фонарик, заглушив ребята мотоциклы. рискнули подойти поближе и рассмотреть. Перед ними человекоподобное существо, стоящее на четвереньках, с неестественными для человека светящимися глазами и опущенной головой вниз, передвигалось, не торопясь, по ночной дороге. Лицо фигуры было бледным, вывернутые суставы рук и длинные пальцы. Ребята сильно испугались увиденному, быстро прыгнули на мотоцикл и уехали подальше от этого места. Проехавши несколько километров, успокоившись и набравшись смелости, они решили вновь вернуться на то место. Существо все еще было там и вроде как даже не представляло опасности. смотрите, вот было бы интереснее, если бы оно побежало или быстро бы двигалось. Тут очень похоже, что просто кто-то встал на четвереньки и накинул сверху маску. Очень похоже на это, и поэтому так медленно двигается. То есть, ну тут такое. Для них. Как думаете, постановочное видео или реально что-то на Я дороге было ближе к обнаружено постанове думаю. потустороннее? Пишите ваше мнение в комментариях под видео. क्लिक इस पे क्लिक किया करो यार भाई ओके तो चलो इधर बढ़ रहा भाई दिखो पीछे पीछे दिखो Я думаю, шляпа. Такое. Наверное, все люди на Земле беспокоятся об ее изменении, и не в лучшую сторону. Эти кадры были опубликованы совсем недавно в соцсети, и происходящее в них небесное явление сложно объяснить. Кадры сняты в пасмурный день. Человек, снимающий видео, направляет камеру вверх в небо, показывая сланец серого облака. Кажется, что это облако образует в небе идеально ровный квадрат. Как вообще такое возможно? Облака бывают разных форм и размеров, но очень необычно увидеть одно облако с идеальными линиями и острыми углами. Многие, кто видел подобные облака, уверены, что это может быть только одно объяснение. Кто-то из правительства научился использовать технологии. Слушайте, вот это интересно. Вот это типа, ну, хер его знает. Красиво, да, согласен. Ну, либо какое-то климатическое явление, либо хз. Которая позволяет контролировать погоду. В любом случае, это аномальное явление остается загадкой. Ну, хз. Баг в матрице. Ну, я думаю, не фейк, да. Может быть, Все мы горы. видели видео, где якобы НЛО, летящее по ночному небу. Но как насчет НЛО, появляющегося посреди грозы? Пользователь Инстаграма загрузил данное видео. Этот короткий видеоролик показывает нам, как машина едет по дороге, а впереди гремит гроза. Смотрите, что происходит. Когда ударяет молния, кажется, что неизвестный черный объект парит среди облаков. Некоторые предполагают, что это явился Бог, другие, что это какой-то инопланетный корабль, возможно, получающий энергию от самой молнии. Ты видел? Призрак в прямом эфире. Клепайте везде, раскидайте по пабликам. Типа скажите, что стример встал, ушел, и, короче, на его место призрак явился. Везде закиньте. 100%. Просто прям в прямом эфире. Многие подумали, что освещение выглядело немного не так, предполагая, что это всего лишь уловка компьютерной графики. Так что вам, возможно, придется еще раз взглянуть на видео и предположить самим, что это такое было. Международная космическая станция. А в прошлом выпуске я вам говорил, и сейчас будет, смотрите, что. Вот если сейчас зомби Чес этот кадр покажет, если он его нашел. Помните про МКС я вам говорил? Смотрите, прикол.
А вот это может быть не фейк, если он сейчас это покажет. Прекрасная возможность для стран всего мира работать вместе, чтобы побольше узнать о нашей Вселенной. МКС регулярно транслирует в прямом эфире видеоматериалы с космической станции, где те из нас, кто живет Помните, я вам говорил? И многие мне тогда не поверили. А ведь вот этот вот кадр, он облетел весь интернет. Весь интернет. Вот этот кадр и еще один, когда вниз вот такая спускалась. Я вам тогда говорил. И вот, пожалуйста, вот Зомби Чес делает даже такую вещь. на Земле, могут видеть все захватывающие вещи, происходящие среди звезд. На этом кадре один зоркий зритель заметил нечто странное, происходящее недалеко от космической станции. Кажется, что в космосе плывет длинный широкий объект. Кажется, что этот объект раскололся на две части, прежде чем снова слиться вместе. Это не первый раз, когда в прямом эфире на МКС замечают странные вещи. Многие из тех, кто регулярно следит Я хочу напомнить всем, и это факт достоверный, то, что космонавты все, это в свободном доступе, я не открою вам страшную тайну, подписывают на всю жизнь, если я не ошибаюсь, последнее, что я, по крайней мере, я знаю, то, что космонавт подписывает на всю жизнь договор о неразглашении, он как там, я не знаю, как он правильно называется, но он не имеет права говорить, что он увидел при выходе в открытый космос, либо из окон иллюминатора. Это факт, и за этим очень жестко следят. Это вам так, тема для размышления. Это все можете за в этим интернете прямым найти. эфиром предполагают, что кадры регулярно отслеживаются и обрезаются, когда на видео появляется свидетельство странных вещей. Я не думаю, что это Некоторые не фейк. совсем уверены, что в Не нем думаю. изображены свидетельства инопланетного корабля. Некоторые предполагают, что это отражение световой вспышки в окне МКС, которое вызвало такое загадочное явление. А вы что думаете? Акт о Что это за неразглашении, ну да, типа инопланетный такого. объект? Я не знаю просто, как точно называется, но сам факт. Вот в это я, кстати, могу верить. Это возможно. На работе, безусловно, одна из последних вещей, которую хочется исправить. Может быть, это блик в линзе. Может быть. Что-то как-то забликовалось. Но я хочу второй кадр найти, который Чес почему-то не показывает. И если Чес будет смотреть этот ролик, бро, если ты в следующий раз про космос будешь показывать кадр, попытайся найти в интернете тоже с окон иллюминатора МКС, или даже, по-моему, космонавт снимал при выходе в открытый космос. Там есть прям такая черная такая штучка, огромных таких размеров, которые точно это не блик, которая очень быстро с интернета просто она отовсюду ушла, моментально ушла. Просто тема для размышлений. Вот в это я верю, без шуток. Это Каким бы что-то скептиком я не был. паранормальное. К несчастью для одного сотрудника ботанической лаборатории, лаборатории экстрактов, кажется, что сверхъестественная фигура, возможно, решила заявить о своем присутствии. С тех пор, как отснятый материал был размещен на YouTube, видео получило сотни тысяч просмотров, а также вызвало много предположений. В ролике, снятом на камеру наблюдения, мы видим сотрудника, работающего в лаборатории. На несколько секунд все кажется нормальным, когда вдруг происходит что-то странное. Смотрите. Кувшин падает В это верю, в то, что есть что-то, что может двигать дома предметы, в это верю. Не буду говорить почему на этом видеоролике, но в этом верю. Поэтому, ну, возможно, со стола, как возможно, будто его скажу. толкает какая-то невидимая сила. Мужчина немедленно прекращает свою работу и начинает осматривать последствия того, что произошло. Затем Под видим, вопросом. как он выходит из комнаты. Через несколько минут он возвращается на этот раз со старшим сотрудником. Они обсуждают произошедшую странную ситуацию. Понятно, что старший сотрудник выглядит раздраженным и заставляет того работать, а не нести чушь. Так было, пока они не пересмотрели запись с камеры наблюдения. Пока работник убирал шваброй, внезапно сдвигается вперед другой стакан, а задачный сотрудник Не верю. Я считаю, что это видео фейк. А сразу скажу почему. Еще раз говорю. Еще раз смотрим этот кадр. Я уверен теперь, что это видео фейк. Еще раз объясняю вам. Вы просто представьте себе реакцию человека. Себя просто поставьте на его место, когда перед вами в упор на вас двигается эта херня. Я говорю, нет, я не то, что переобулся. Я вам говорю то, что есть такие вещи, которые сложно объяснить. Но реакция человека очень странная. Либо у него яйца с кулак, либо он просто реально не понимает, что происходит. Очень странно. убирал шваброй, внезапно сдвигается вперед другой стакан, а задачный сотрудник быстро тянется к банке и ставит ее на место. Как думаете, кто-то из коллег над ним издевается и все это фейк, или тут реально проявляется паранормальная активность?
Но хочу сказать, что люди все реагируют, да, по-разному. Основная реакция — это, конечно, человек На испугается. этом видео показана парикмахерская, барбершоп в рабочее время, когда внезапно все барберы все сталкиваются с чем-то загадочным. Эта видеозапись была получена благодаря камере видеонаблюдения внутри Не видел это. барбершопа. Вот что произошло. Присмотритесь внимательней, много деталей можно заметить. Можно заметить, как дверь сдвинулась сама по себе, а после закрылась. Вы скажете, что тут такого, кто угодно может такую Но. постанову сделать, но все дело в настоящей реакции всех присутствующих в видео. Дверь открывается и закрывается сама по себе, вновь и вновь. Спустя несколько минут один из испуганных барберов пошел проверить, кто стоит за дверью и что вообще происходит. Также можно заметить призрачную фигуру, проходящую мимо телевизора. Становится жутко после того, как один из парикмахеров подходит к дверям, когда происходит это. Посмотрите Тут реакция на реакцию людей всех. интересная. Она реально настоящая. Люди в видео действительно удивлены и напуганы. Что думаете? Ну, хз. Хз. Мы привыкли видеть видео с НЛО, где показан единственный размытый свет в темном небе. Это видео перед вами совсем другое. Кадры, которые были отправлены мне на почту русскоязычным подписчикам канала Zombie Chess, были сняты в небе над городом Ролли, США. Поначалу кажется, что на видео нет ничего необычного, только голубовато-серое небо. Однако, если вы присмотритесь внимательнее, вы можете заметить Ой, бля. что-то странное. В небе видны десятки Запросто могут лететь воздушные шары или... Как они называются? Фонарики-то эти с огнем запускают. Ну ты шаришь, как они? Или дроны могут быть. Мы же с вами видели, сколько дронов раз запускали, что все охренели. Какой-то шарики какие-то. Шарики, и там огонечек горит. Не помню, как называется. маленьких огоньков. Белые огни разбросаны по небу, что кажется равномерным узором. Они настолько малы, что их Китайские источник фонарики, во. невозможно увидеть. Во. Некоторые зрители полагают, что что-то они видят на этом кадре. Скорее всего, является флотом далеких космических Да ладно, кораблей ну. инопланетян, регулярно пролетающих над Землей. Возможно, это какая-то световая аномалия, взаимодействует с облаками. Может, это воздушные шары, но слишком они уж точно не в разброс летят. Что думаете вы? Пишите ваши предположения в комментариях под видео. Или дрон, или какие-нибудь бумажные фонарики. Мы очень много таких по этих видели. Очень Ребята, много. поддержите этот проект, эту рубрику «Паранормальные новости», Паразомб, чтобы я мотивировался постоянно создавать подобные ролики и радовать вас. Без Б. Все очень просто. Написать в комментариях приятные пожелания, приятные Я прям вот даже не поленюсь, зайду и поддержу. Напишу. Вот оставлю комментарий, даже поддержу. Красавчик. Зомби Чес, он что-то старается, делает, идеи что-то для где-то данной ищет. темы. Писать с хэштегом текст Паразомб Тренд. А на этом у меня все. С вами был Зомби Чез. Я как-нибудь Зомби Чезу отправлю пару видеороликов интересных, инсайда. Мне интересно, что он скажет на это. И именно его будет реакция интересна. Ему еще пару людей. Я посмотрю, кто там что скажет. Будет очень интересно послушать.